Под турецким городом Деринкуй скрывается целый подземный мир на 18 этажей вглубь, с церквями, винодельнями, конюшнями и тоннелями длиной в несколько километров, где одновременно жили 20 тысяч человек. Но это не самое странное. Археологи в 2013-м обнаружили нечто еще большее – подземный город, который делает Деринкую похожим на подвал частного дома. Его строили не для того, чтобы прятаться на несколько дней, да, там жили поколениями, и цивилизация, создавшая его, до сих пор не имеет точного названия в учебниках истории. Первый вопрос, который задает каждый археолог, спускаясь в эти тоннели. Кто вообще мог это построить и зачем уходить так глубоко под землю? Официальный ответ звучит так. Хеттиты, затем фригийцы, затем ранние христиане. Но этот ответ рассыпается, как только смотришь на цифры. Деринкую углублен на 60 метров. Вентиляционные шахты пробиты через твердый вулканический туф так точно, что воздух циркулирует до сих пор, спустя тысячи лет без какого-либо обслуживания. 18 подземных уровней. Для сравнения, самые сложные средневековые соборы Европы строились столетиями с применением тысяч рабочих и детально проработанных чертежей. Деринкую был вырублен вручную в породе, которая тверже обычного камня, без металлических инструментов промышленного уровня. По крайней мере, таких инструментов в регионе никто не находил. Хеттиты существовали с 18 по 12 век до нашей эры. Фригийцы появились позже. Но радиоуглеродный анализ органических остатков в нижних уровнях некоторых каппадокийских подземелий указывает на даты, которые не вписываются ни в одну из этих цивилизаций. Часть материалов датируется 7-8 тысячами лет до нашей эры. Это эпоха, когда на Ближнем Востоке только-только появлялись первые оседлые поселения. Турецкий исследователь Ибрагим Калин в 2014-м провел сравнительный анализ техники обработки камня в Деринкую и в более древних пещерных комплексах Анатолии. Результат оказался неудобным. Нижние уровни демонстрируют иную технику резки, чем верхние. Нижние явно старше. Это означает, что город строился в несколько этапов разными людьми. И первые строители жили задолго до хеттитов. Его нашли случайно. При сносе старых домов строители наткнулись на тоннель. Новый город, обнаруженный в 2013-м под районом Невшехир, административным центром провинции Каппадокия, ставит еще более острые вопросы. Специалисты спустились вниз и обнаружили, что тоннель ведет в разветвленную систему помещений площадью предположительно 4 миллиона квадратных метров. Для сравнения, это больше, чем 500 футбольных полей. Деринкую — известная туристическая достопримечательность с населением в 20 тысяч человек в период использования занимает площадь примерно в 40 раз меньше. Раскопки в Невшехире продолжаются по сей день, и каждый новый сезон добавляет новые вопросы. В 2023-м турецкие и итальянские археологи зафиксировали в одном из боковых тоннелей следы масштабной кухонной зоны с остатками злаковых культур и косточками животных. Радиоуглеродный анализ этих остатков пока не опубликован официально, что само по себе красноречиво. Самая неудобная деталь касается размера дверей. В Деринкую и в новом Невширском комплексе блокирующие камни, круглые каменные диски весом от 200 до 500 килограммов, катились по специально вырезанным желобам изнутри. Но диаметр некоторых тоннелей в нижних уровнях Невширского города составляет больше 3 метров. Это значит, что жители могли запереться от внешней угрозы. Стандартный человеческий рост не требует такой высоты тоннеля. Исследователи пока объясняют это транспортировкой грузов, возможно, животных или больших каменных блоков. Но ни скелетов животных, ни следов колес в этих тоннелях не найдено. Хеттиты умели строить. Фригийцы умели строить. Ранние христиане прятались здесь от римских преследований. Это исторический факт, подтвержденный находками крестов и церковных помещений на верхних уровнях. Но верхние уровни Остин — это надстройка над чем-то значительно более древним, чье имя пока не вписано ни в один учебник. Деринкую впервые упомянут в письменных источниках в XII веке нашей эры. Византийский хронист Никифор Григора описал подземные убежища Каппадокии как места, где местные жители скрывались от арабских набегов. Но Григор описал о них как о чем-то давно существующем, привычном, само собой разумеющемся. Не как об открытии, а как об известном факте. Это означает, что к XII веку подземелья уже имели многовековую историю использования. Арабские географы IX века упоминали каппадокийские подземные поселения в своих трактатах. Римские источники I века фиксировали, что местное население уходит под землю при угрозе набегов. И делает это настолько быстро и организованно, что римские легионеры не могли понять, куда исчезают тысячи людей. Страбон, греческий географ, живший на рубеже старой и новой эры, описывал Каппадокию как регион с необычными подземными сооружениями, природу которых он объяснить не мог. Но самое странное — это не письменные источники, а их отсутствие.
Ни одна из известных цивилизаций, использовавших эти подземелья, не оставила записи о том, как они были построены. Хеттитские таблички, которых сохранились десятки тысяч, описывают торговлю, войны, религиозные ритуалы, но ни одна из них не содержит инструкций по строительству подземных городов или упоминания о том, кто их создал. Фригийцы не оставили письменности вообще. Ранние христиане писали о своих молитвах и преследованиях, но не о строительстве тоннелей. Египтяне документировали строительство пирамид. Списки рабочих, количество блоков, имена надсмотрщиков. Римляне вели подробные записи о возведении акведуков и дорог. Это молчание само по себе. Улика. Когда цивилизация строит нечто грандиозное, она об этом пишет. Подземные города Каппадокии, самые масштабные рукотворные сооружения региона, не оставили ни строчки о своем создании. В 1963-м турецкий чиновник Латиф Акюз случайно обнаружил вход в Деринкую за стеной своего подвала. До этого момента местные жители знали о существовании отдельных тоннелей, но никто не подозревал о масштабе системы. Когда турецкие власти начали официальные раскопки, выяснилось, что под городом с населением в несколько тысяч человек находится подземный комплекс, способный вместить в 20 раз больше людей, чем жило на поверхности. Последующие десятилетия показали, что Деринкую не исключение. В провинции Невшехир зафиксировано более 200 отдельных подземных комплексов. Некоторые из них соединены между собой тоннелями длиной в несколько километров. Комплекс Каймаклы, расположенный в 9 километрах от Деринкую, связан с ним подземным ходом. По крайней мере, так утверждают местные жители. И геофизические исследования это косвенно подтверждают, хотя сам тоннель официально не раскопан. Геофизическое сканирование, проведенное в 2012-м японскими и турецкими специалистами, показало, что под поверхностью Каппадокии существуют сотни незафиксированных полостей. Часть из них природные, образованные вулканической активностью горы Эрджи, но значительная часть имеет правильную геометрию. Прямые углы, параллельные стены, симметричный свод. Природа не создает прямых углов. Общая протяженность подземных сооружений Каппадокии по текущим оценкам составляет несколько тысяч километров. Раскопано и изучено менее 10% от этого объема. То, что уже известно, перевернуло представление о возможностях древних цивилизаций. То, что еще не раскопано, может перевернуть их еще раз. Латиф Акюз не искал ничего исторического. В 1963-м он просто ремонтировал стену в своем подвале в Деринкую и случайно пробил ее насквозь. За стеной оказался темный коридор. Акюз взял фонарь и пошел вперед. Коридор не заканчивался. Он разветвлялся, уходил вниз, снова разветвлялся. Акюз вернулся домой, когда понял, что может заблудиться. На следующий день он сообщил властям. Турецкий департамент культуры прислал специалистов через несколько недель. Первая официальная экспедиция спустилась с веревками, фонарями и блокнотом. Через 3 дня работы стало очевидно, что обычной экспедиции недостаточно. Масштаб системы требовал многолетних раскопок. Первые исследователи зафиксировали 8 уровней, уходящих вниз. Впоследствии их оказалось 18. Что поразило первых исследователей больше всего? Не размер, а функциональность. Каждый уровень был спроектирован с конкретной целью. Верхние уровни — жилые помещения, кухни, кладовые. Средние — конюшни, винодельни, давильни для масла. Нижние — церкви, школы, большие залы для собраний. Система вентиляции состояла из 52 отдельных шахт, пробитых вертикально через всю толщу породы. Главная шахта диаметром около 2 метров уходила на 70 метров вниз и обеспечивала движение воздуха на всех 18 уровнях одновременно. Водоснабжение было организовано через подземные колодцы, которые перекрывались изнутри специальными каменными пробками, чтобы противник, захвативший поверхность, не мог отравить воду. Каждый уровень имел собственный запас воды. Запасы зерна в каменных нишах нижних уровней показали, что жители могли находиться под землей без выхода наружу несколько метров. Круглые каменные диски весом от 150 до 500 килограммов располагались в специальных нишах у каждого перехода между уровнями. В центре каждого диска небольшое отверстие диаметром около 30 сантиметров. Исследователи поначалу не понимали его назначения. Ответ оказался прост и жесток. Сквозь отверстие можно было пронзить копьем любого, кто пытался откатить диск с другой стороны. Защита была продумана до деталей. Нападавший физически не мог открыть дверь, не подставив себя под удар. Тоннели между уровнями спроектированы так, что взрослый человек мог передвигаться по ним только согнувшись или ползком. Это не строительный просчет, это намеренное решение. В узком тоннеле один защитник останавливал целый отряд нападавших. Армия теряла свое главное преимущество — численность, как только входила под землю. В 2002-м турецкие власти открыли Деринкую для туристов, оборудовав электрическое освещение и безопасные маршруты через первые 8 уровней. Нижние 10 уровней остаются закрытыми. Частично из соображений безопасности, частично потому, что раскопки там продолжают. Туристы ежегодно спускаются в подземелье. Около половины из них поднимаются раньше запланированного времени из-за клаустрофобии. Тоннели давят психологически даже при электрическом освещении. Представить, каково было жить здесь при свете масляных ламп месяцами, почти невозможно.
Ну что, как думаете, можно ли выжить в таком подземном городе без Wi-Fi? Если хотите узнать, как популярные нейросети могут помочь в изучении истории, загляните на наш сайт playprofit.com, ссылка в описании, и не забудьте про бонус 500 токенов при регистрации. Местные жители Деринкую знали о подземных ходах задолго до официального открытия. Старики в городе рассказывали, что их деды использовали верхние тоннели как погреба для хранения продуктов. Некоторые семьи замуровали входы в подвалах своих домов. Не из страха, а просто потому, что дети могли заблудиться. Когда официальные раскопки начались, несколько жителей показали исследователям входы, о которых те не знали. Один из таких входов вел в тоннель, соединявший жилой квартал напрямую с церковным уровнем, обходя все промежуточные ярусы. Система защиты подземных городов Каппадокии была спроектирована с такой точностью, что современные военные инженеры, там изучавшие ее в 90-х годах, назвали ее функционально безупречной. Турецкая военная академия в Анкаре включила анализ каппадокийских оборонительных тоннелей в учебную программу по фортификации. Не как исторический курьез, а как действующую модель пассивной обороны. Первый рубеж защиты начинался еще на поверхности. Входы в подземелья были замаскированы под обычные колодцы, погреба или скальные расщелины. Ни один из главных входов в Деринкую не выглядел как вход в город. Снаружи это были неприметные отверстия в скале, которые легко принять за природные. Враг, захвативший поверхность, физически не мог найти все входы без помощи местных жителей. Второй рубеж — сами тоннели. Их проектировали по принципу ложных направлений. Главный коридор разветвлялся на 3-4 хода, из которых только один вел вглубь города. Остальные заканчивались тупиками или ловушками, резкими обрывами, замаскированными под продолжение тоннеля. Человек с факелом в незнакомом подземелье не видел дальше нескольких метров. Шаг в темноту мог оказаться последним. Третий рубеж — каменные двери. Их конструкция отличалась в разных частях комплекса, но принцип был единым. Массивный каменный диск в желобе, который откатывался только изнутри. Снаружи диск не имел ни ручек, ни зацепов. Гладкая каменная поверхность не давала точки приложения сил. Даже если нападавшие находили дверь, они не могли ее открыть. Попытка выбить диск тараном в узком тоннеле была физически невозможна. Тебе не хватало пространства для разгона. Четвертый рубеж — акустика. Тоннели были вырублены таким образом, что звук в них распространялся непредсказуемо. Голос, шаги, звон оружия — все это отражалось от стен и потолков, создавая эффект эха из нескольких направлений одновременно. Защитники, знавшие систему наизусть, могли определить местоположение нападавших по звуку. Нападавшие слышали только хаос отражений. В 2018-м акустики из Стамбульского технического университета провели замеры в открытых для туристов секциях Деринкую. Результаты показали, что в определенных точках тоннельной системы шепот, произнесенный у одной стены, отчетливо слышен у другой стены в 30 метрах, но не слышен в промежуточном пространстве. Это позволяло защитникам переговариваться, оставаясь неслышимыми для противника, находящегося между ними. Пятый рубеж — вентиляционные шахты, которые одновременно служили аварийными выходами. Их диаметр около 50 сантиметров, достаточно для человека без снаряжения, но не для вооруженного солдата в доспехах. Жители знали расположение каждой шахты. При необходимости отдельные группы могли покинуть подземелье незаметно для осаждавших поверхность и атаковать их с тыла. Ни одна из известных осад каппадокийских подземелий не завершилась успехом для нападавшей стороны. Арабские хроники IX века фиксируют несколько случаев, когда войска халифата окружали каппадокийские города, жители уходили под землю, и армия в конечном счете отступала, не добившись результата. Осаждать подземный город бессмысленно. У защитников есть вода, еда и воздух на месяцы вперед, а у осаждающих нет ни времени, ни ресурсов ждать так долго. Новый Невширский комплекс, обнаруженный в 2013-м, судя по предварительным данным, имеет еще более сложную оборонительную систему, чем Деринкую. В раскопанных секциях зафиксированы тройные каменные двери на отдельных участках. 3 последовательных диска в одном тоннеле. Пройти через все 3 без знания механизма было невозможно. Кто проектировал эту систему и против какой конкретно угрозы — вопрос, на который у археологов пока нет ответа. Температура в подземных городах Каппадокии держится на уровне 13-14 градусов круглый год. Зимой на поверхности температура падает до минус 20, под землей тепло. Летом поверхность раскаляется до 40 градусов. Под землей прохладно. Вулканический туф, из которого вырублены тоннели, обладает естественными теплоизолирующими свойствами. Древние строители либо знали об этом заранее, либо обнаружили опытным путем и использовали как ключевое преимущество. Освещение обеспечивалось масляными лампами. Анализ стен в жилых помещениях Деринкую показал характерные
следы копоти на уровне потолка. Там, где лампы висели постоянно. Кислорода для горения ламп хватало благодаря вентиляционным шахтам. Расчеты, проведенные турецкими инженерами в 2005-м, показали, что 52 вентиляционные шахты Деринкую обеспечивали достаточный воздухообмен для одновременного проживания 20 тысяч человек и горения нескольких тысяч масляных ламп. Это не примитивная вентиляция, это инженерная система с точным расчетом объема воздуха на человека. Еда хранилась в каменных нишах и специальных кладовых, вырубленных в наиболее прохладных нижних уровнях. Находки включают остатки керамических сосудов для масла и вина, каменные жернова для помола зерна, давильни для оливок. Все это означает, что жители не просто прятались под землей с запасами еды, они производили часть продуктов прямо там. Виноделие в подземных условиях возможно. Постоянная температура 13 градусов идеально для брожения. Конюшни на средних уровнях вмещали домашний скот, коз и овец, судя по размерам помещений и характеру органических остатков. Животных держали под землей в период осады. Это решало сразу две задачи. Молоко и мясо были доступны без выхода на поверхность, а враг не мог уничтожить скот, чтобы лишить жителей пропитания. Школы еще отдельные помещения с каменными скамьями вдоль стен. Зафиксированы на нескольких уровнях. Это означает, что дети учились под землей. Религиозная жизнь не прерывалась. Церкви с крестообразными планами и каменными алтарями располагались на нижних уровнях. Крещальни, вырубленные в скале, свидетельствуют о том, что под землей проводились все основные религиозные обряды, включая крещение младенцев. Мертвых хоронили тоже под землей. Во время осады выносить тела на поверхность было невозможно. В боковых тоннелях Деринкую обнаружены ниши, функционально схожие с катакомбными погребениями. Жизненный цикл человека от рождения до смерти мог полностью укладываться в подземное пространство. Это факт, который трудно осмыслить применительно к целым поколениям людей. Психологическое воздействие подземной жизни на людей изучалось косвенно, через анализ планировки помещений. В жилых зонах Деринкую зафиксированы небольшие ниши в стенах, которые исследователи интерпретируют как места для личных вещей. Каждая семья имела отдельное пространство, отделенное от общего коридора. Приватность в условиях подземного города была ограничена, но намеренно сохранялась через архитектурные решения. Люди, проектировавшие эти помещения, понимали, что длительное пребывание в замкнутом пространстве требует хотя бы минимальной личной территории. Единственное, чего не было под землей — солнечного света. Ни одно из помещений Деринкую или Невширского комплекса не имеет естественного освещения. Люди, уходившие под землю на несколько месяцев, не видели солнца все это время. Современные исследования показывают, что отсутствие солнечного света в течение нескольких недель вызывает серьезные физиологические нарушения. Дефицит витамина D, нарушение сна, депрессивные состояния. Жители каппадокийских подземелий платили за безопасность высокую биологическую цену. И платили ее регулярно, на протяжении тысячелетий. В 2016-м турецкие археологи вскрыли замурованный проход на 12-м уровне Деринкую. Участок стены, который десятилетиями считался монолитной породой. За стеной оказался зал площадью около 120 квадратных метров с потолком высотой почти 4 метра. В зале не было ничего, кроме каменного постамента в центре и 8 ниш, симметрично вырубленных в стенах. Назначение помещения официально не установлено до сих пор. Симметрия 8 ниш не случайна. В каппадокийской христианской традиции число 8 символизирует воскресение. Но постамент в центре зала не соответствует ни одному известному типу христианского алтаря. Его форма — низкий прямоугольный блок с углублением сверху, ближе к жертвенным столам доримской эпохи. Это означает, что зал либо использовался до христианского периода, либо совмещал несколько религиозных традиций. Подобные закрытые залы — не редкость в каппадокийских подземельях. В Каймаклы в 1984-м обнаружили помещение с фресками, полностью скрытое за слоем штукатурки. Фрески изображали фигуры в одеждах, не характерных ни для византийского, ни для раннехристианского искусства. Датировка пигментов показала возраст около 2000 лет. Первый век до нашей эры или первый век нашей эры. Кто изображен на фресках и какой культуре они принадлежат — предмет продолжающейся научной дискуссии. Невширский комплекс, обнаруженный в 2013-м, содержит несколько крупных залов, которые по размерам не имеют аналогов в уже известных подземных городах. Один из них, предварительно обозначенный в рабочих документах как зал собраний, имеет площадь около 300 квадратных метров и сводчатый потолок высотой 5,5 метров. Акустика в нем такова, что голос говорящего в центре слышен у любой из стен без усиления и практически без искажений. Это не случайный результат. Такая акустика требует точного расчета геометрии помещения. В боковом тоннеле того же Невширского комплекса в 2019-м нашли замурованную нишу с керамическими сосудами. Сосуды оказались запечатаны. Внутри сохранились остатки органического вещества. Химический анализ показал следы смолы, растительных масел и неидентифицированного органического компонента. Радиоуглеродный анализ датировал содержимое приблизительно 3-4 веком нашей эры. Для чего хранились эти вещества в замурованной нише, официальная версия пока не сформулирована. Геофизическое сканирование Невширского района, проведенное в 2021-м, выявило аномалию на глубине около
около 80 метров, да, значительно глубже всех известных уровней. Аномалия имеет правильную прямоугольную форму размером приблизительно 40 на 60 метров. Ни одна природная полость не имеет такой геометрии. До этого уровня раскопки пока не добрались, технически это крайне сложно и дорого. Но сам факт существования структуры на такой глубине меняет представление о масштабе всего комплекса. На 13 уровне Деринкую в секции, закрытой для туристов, зафиксированы следы масштабного пожара. Стены почернели от огня, потолок обвалился частично. Пожар произошел давно. Органические остатки датируются приблизительно 7-8 веком нашей эры, периодом арабских набегов. Но характер горения указывает на то, что огонь был разведен внутри помещения намеренно, не снаружи. Это означает либо уничтожение чего-то, что не должно было попасть в руки врага, либо катастрофу, произошедшую уже после того, как враг проник внутрь. Следов тел в этой секции не найдено. Что именно сгорело, неизвестно. Каменные двери Деринкую весят от 150 до 500 килограммов на оже, но один человек мог привести их в движение. Это не преувеличение и не легенда. Турецкие инженеры в 1987 восстановили механику движения одного из сохранившихся дисков и установили, что усилие, необходимое для его перемещения, не превышает 20 килограммов. Секрет в желобе. Он вырублен с минимальным допуском и легким наклоном, который позволяет диску катиться почти без трения. Точность обработки камня при этом составляет около 2 мм на всем протяжении желоба длиной до 1,5 метра. Такая точность при ручной обработке вулканического туфа требует либо специального инструмента, либо многолетней практики изготовления подобных конструкций. Вентиляционная система Деринкую устроена по принципу, который современные инженеры называют пассивной тягой. Главная шахта диаметром около 2 метров уходит вертикально на 70 метров. Разница температур между поверхностью и нижними уровнями создает постоянное движение воздуха. Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. 52 вспомогательные шахты распределены по всему комплексу таким образом, что каждое помещение получает свежий воздух независимо от остальных. Если одну шахту перекрыть, система продолжает работать. Это резервирование — намеренное инженерное решение, а не случайно. В 2010-м немецкие специалисты по гидравлике изучили систему водоснабжения Деринкую и обнаружили деталь, которую предыдущие исследователи не оценили в полной мере. Колодцы на разных уровнях не просто достигают водоносного горизонта. Они соединены между собой горизонтальными каналами, вырубленными в породе. Это означает, что при загрязнении одного колодца вода перераспределялась через систему каналов к другим. Фактически это примитивный, но функциональный водопровод с резервными контурами. Аналогичные системы появились в Европе только в средние века и считались тогда значительным технологическим достижением. Давильни для оливкового масла на средних уровнях Деринкую представляют собой каменные устройства с подвижными элементами. Центральный пресс — вертикальный каменный цилиндр весом около 300 килограммов. Вращался вокруг оси, вырубленной в полу. Ось обработана с точностью, обеспечивающей равномерное вращение без заклинивания. Желоба для отвода масла врезаны в пол под углом, рассчитанным для максимального слива без остатка. Все это не грубая примитивная конструкция, а продуманное устройство с оптимизированными параметрами. Жернова для помола зерна в Деринкую отличаются от большинства известных античных жерновов одной деталью. Нижний камень имеет радиальные канавки, вырезанные под определенным углом. Этот угол, около 15 градусов от радиуса, обеспечивает более эффективное перемещение муки к краям камня при вращении. Современные мукомольные жернова используют тот же принцип. Кто и когда вычислил оптимальный угол канавок для каппадокийских жерновов, неизвестно. В Невширском комплексе в 2022 зафиксировали конструкцию, предварительно интерпретированную как система сигнализации. В стенах тоннеля на одинаковом расстоянии друг от друга, около 8 метров, вырублены небольшие ниши с отверстиями, уходящими горизонтально в породу. Отверстия соединяют соседние ниши между собой. Диаметр отверстия около 5 см. По расчетам акустиков, удар по стенке одной ниши создает звуковой импульс, который передается через отверстие к следующей нише и далее по цепочке. Система позволяла передавать сигнал тревоги по всему тоннелю без голосовой команды. Беззвучно для посторонних, но слышимо для тех, кто прикладывал ухо к нишам. Длина цепочки таких ниш в раскопанном участке составляет около 120 метров. Сколько их всего в комплексе, пока нет. В 1998 в закрытой секции Деринкую на 14 уровне нашли человеческие останки. Не одиночные, массовое захоронение. Точнее, не захоронение, тела не были преднамеренно погребены. Они лежали там, где упали. Судя по положению скелетов, люди умерли внезапно. Некоторые в сидячей позе у стен, некоторые в проходах между помещениями. Следов насилия на костях не обнаружено. Никаких следов пожара, обвала или затопления в этой секции нет. Радиоуглеродный анализ датировал останки приблизительно 9 веком нашей эры. Официальная версия — отравление угарным газом от масляных ламп при недостаточной вентиляции. Но вентиляционные шахты в этой секции исправны и не были заблокированы. Турецкие патологоанатомы, изучавшие останки, зафиксировали на нескольких черепах следы, характерные для острого кислородного голодания, но не угарного газа.
Разница принципиальная. Угарный газ образуется при горении, кислородное голодание возникает при перекрытии доступа воздуха извне. Вентиляционные шахты были открыты, источник кислородного голодания не установлен. Количество погибших в этой секции составило около 60 человек. Мужчины, женщины, дети разного возраста. Это не военный гарнизон и не отдельная группа. Это несколько семей. Среди останков найдены личные вещи. Керамические сосуды, детские игрушки из обожженной глины, бронзовые украшения. Люди жили здесь и умерли здесь, не покинув своих помещений. Самая тяжелая деталь — каменные двери этой секции были закрыты изнутри. Все 3 двери на входах в секцию стояли в закрытом положении, когда их обнаружили в 20 веке. Это означает, что люди заперлись сами и не открыли двери. Либо не успели, либо не смогли, либо снаружи была угроза, которая казалась им страшнее того, что происходило внутри. 9 век в Каппадокии — период интенсивных арабских набегов. Войска аббасидского халифата неоднократно проходили через регион, сжигая поверхностные поселения. Вероятный сценарий — жители ушли под землю при приближении армии, заперлись и по какой-то причине не вышли после отступления врага. Почему Тачат на этот вопрос останки ответа не дают? В Невширском комплексе в 2021 в одном из боковых тоннелей зафиксировали следы, которые поначалу приняли за царапины на стенах. Характерные следы инструмента при обработке камня. Более детальное исследование показало, что царапины сосредоточены у одного из каменных дисков дверей и направлены наружу. Глубина царапины и характер соответствуют следам от человеческих ногтей. Не инструмент. Кто-то пытался открыть дверь изнутри, не имея возможности сдвинуть диск. Диск весил около 250 килограммов. Рядом с дверью следов других людей, которые могли бы помочь, не обнаружено. Последнее официально зафиксированное использование каппадокийских подземелий для массового укрытия населения датируется XIV веком, период монгольских набегов. После этого подземные города постепенно вышли из регулярного использования. Верхние уровни превратились в погреба и кладовые. Нижние просто забыли. Местные жители знали об отдельных тоннелях, но не воспринимали их как единую систему. Прошло 600 лет, и Латиф Акюз пробил стену в своем подвале. 60 скелетов на 14 уровне Деринкую до сих пор хранятся в турецком музейном фонде. Полные результаты исследования останков официально не опубликованы. Причина смерти в официальных документах обозначена как «не выяснена». Это единственный случай в каппадокийских подземельях, где причина гибели людей не получила убедительного научного объяснения за 25 лет изучения. Вопрос, с которого все начиналось, кто построил подземные города Каппадокии, получил частичный ответ только в 2023. Турецкий археолог Али Умут Тюркан опубликовал результаты десятилетнего сравнительного анализа техники обработки камня в 37 подземных комплексах региона. Вывод оказался однозначным. Нижние уровни всех крупных комплексов, включая Деринкую и Невширский город, построены одними и теми же людьми, использовавшими одни и те же инструменты и одну и ту же технику резки. Верхние уровни достраивались позже, разными цивилизациями в разные эпохи. Первоначальные строители существовали как единая культура, распространенная по всей Каппадокии одновременно. Эта культура не имеет общепринятого названия. В научной литературе ее обозначают как протоанатолийская подземная традиция. Термин, который описывает факт, но не объясняет происхождение. Датировка нижних уровней по совокупности данных от 8 до 10 тысяч лет до нашей эры. Это эпоха, предшествующая появлению хеттитов на 6 тысяч лет. Что заставило этих людей уйти под землю? Климатический катаклизм, военная угроза или религиозные убеждения, установить невозможно. Письменности они не оставили, изображений не оставили. Оставили только камень, вырубленный с такой точностью и в таких масштабах, что повторить это сегодня без современного оборудования не смог бы ни один инженер. Невширский комплекс по состоянию на 2024 раскопан приблизительно на 7%. Общая площадь по геофизическим данным составляет около 4 миллионов квадратных метров. Это крупнейшее подземное сооружение из известных человечеству. Для сравнения, знаменитый Колизей в Риме занимает около 24 тысяч квадратных метров. Невширский комплекс больше Колизея примерно в 160 раз. Аномалия на глубине 80 метров, зафиксированная при геофизическом сканировании в 2021 до сих пор не раскопана. Турецкое министерство культуры выделило финансирование на разработку технологии безопасного спуска на эту глубину. Стандартные методы раскопок на таком уровне создают риск обрушения вышележащих структур. Работы планируется начать не раньше 2026. Ответ на главный вопрос звучит так. Подземные города Каппадокии строились минимум 3 разными цивилизациями на протяжении нескольких тысячелетий. Первые строители жили 10 тысяч лет назад и создали базовую структуру. Последующие — хеттиты, фригийцы, ранние христиане — надстраивали, расширяли и адаптировали готовую систему под свои нужды. Каждая новая цивилизация приходила в уже существующий подземный мир и продолжала его историю, не зная имен тех, кто начал. 60 безымянных скелетов на 14 уровне Деринкую — последнее человеческое свидетельство этой истории.
Люди, которые там умерли, были последними, кто использовал нижние уровни города по прямому назначению. После них Тесте 600 лет тишины, потом подвал Латифа Акюза, потом электрический свет и туристический маршрут. Самый точный факт, который можно сказать о каппадокийских подземных городах. Они пережили все цивилизации, которые их строили. Хеттиты исчезли, фригийцы исчезли, Византийская империя исчезла, Аббасидский халифат исчез, подземные города стоят, вентиляция работает, каменные двери по-прежнему можно сдвинуть усилием одного человека. И 93% Невширского комплекса все еще ждут под землей. Нетронутые, закрытые, молчащие.